Всем здорово, чуваки! Сегодня мы находимся на непривычной нам локации. Позади меня есть вот такое вот большое здание, в котором находится студия звукозаписи наших друзей. Почему именно студия звукозаписи? Потому что сегодня, как вы поняли, ролик будет связан со звуком. И мы попросили наших друзей включить какой-нибудь свой трек для того, чтобы YouTube не заблокировал наш ролик за авторские права. Все очень просто. Но перед тем, как мы зайдем в это здание, давайте я вам расскажу суть нашего эксперимента. У нас есть iPhone, а именно диктофон. У парней есть хорошая комната с шумоизоляцией. Как вы знаете, у нас шумоизоляция отвратительная в нашем ангаре, там дичайшее эхо. Поэтому там будет проводить эксперимент намного объективней. Мы воспроизведем трек ребят у них в студии на их колонках и запишем все это на диктофон. А потом скинем эту запись на компьютер и воспроизведем ее опять в их колонках и запишем эту запись опять на диктофон. И таким образом мы будем перезаписывать трек много-много-много раз, и тем самым мы проверим вообще, как-то изменится качество звука или нет. Будет ли что-то понятно, может слова вообще нельзя будет разобрать. Давайте это узнаем, пойдем в нашу студию. Да, кстати, ребят, пока мы поднимаемся на студию, к нам в голову пришла одна интересная идея. Что если мы возьмем одну фотографию и будем ее перефоткивать много-много-много раз и посмотрим тем самым, как изменится качество фотографии? Я думаю, это очень интересно. Как вам такая идея, ребят? Давайте сделаем так. Если под этим видеороликом наберется 5000 лайков, мы это обязательно сделаем. Ну а также не забудьте внизу под этим роликом подписаться на канал. Нажмите на красную кнопочку, сделайте ее серой и вы станете нашим подписчиком. Ну а сейчас давайте пройдем в студию. Так, ну что, ребят, вот мы на студии, пройдемте, познакомлю вас с пацанами. Здорово, ребята. Привет, привет. Здорово. Как наши ничего? Нормально. Кстати, это Дроп, это Алекс Кор. Всем здорово. Привет. Если что, их инстаграмы будут подписаны, по ссылочке также можете перейти посмотреть. Ребята занимаются творчеством, музыку делают, очень крутую, между прочим. Так что я думаю, сейчас для ознакомления Алекс Кор включит нам свой трек. И послушайте, что, как вам звучок. И будем записывать все это на диктофон, который находится в айфоне. Че, включишь нам что-нибудь? Да, все, давай, погнали. Черту это время, я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на пол. Но без тебя я же так и не смог. Пару слов прямо. Че, как вам, ребят? Круто? Если круто, если понравилось, перейдите по ссылочкам в инстаграме, пацанов навестите, подпишитесь, будет очень круто, я думаю, вам понравится. Так, ну что сейчас, ребят, нам нужно, получается, ваш отрывок из трека записывать на айфончик. Немного же надо, да? Нет, я думаю, секунд 10 мы возьмем, нам будет этого достаточно. Один раз запишем, и потом эту запись будем перезаписывать уже много раз. И посмотрим, как изменится качество. Чем можно приступить, да? Да. Для того, чтобы все было честно, мы сделаем отметочку на столе ручкой и будем iPhone класть на этом же расстоянии постоянно от колонки. Поэтому давайте черканем вот так. Где-нибудь, ну как, ну тут, наверное, нормально будет, да? Сантиметров так 15 примерно. Маленькую черточку сделаем и где-то здесь вот так будем класть постоянно iPhone. Все четко. Но перед экспериментом мне хочется для начала узнать мнение парней об этом эксперименте вообще. Как они думают, что может измениться вообще в звуке. Ребят, вот как вы думаете, что поменяется? На какой раз вообще поменяется? И поменяется ли вообще? Слушай, я думаю, раз 20 и уже запись будет очень непонятна. Мне кажется, 100 раз придется нам все это записывать, потому что сейчас очень хорошее качество звука, тем более на iPhone. Ну, мне кажется, так как у колонок тоже есть как бы свое качество воспроизведения, типа какие-то басы там и прочее, это может как-то влиять на качество записи в диктофоне. Поэтому я думаю, что качество должно измениться так в худшую сторону. Ну, раз так, может за 30, может даже, ну, может меньше, действительно, может где-то 20 на самом деле. Включаем тогда диктофон. Все, вы готовы? Да. Давай. Послушать. Так, сейчас диктофон у нас готов. Включаем запись. Все, как видите, работает. Ставим. И подрубаем. Черту это время, я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на пол. Но без тебя я же так и не смог. И сейчас я пацанам отправлю эту запись в Телеграме и там воспроизведем, тем самым, чтобы записать еще раз. Сейчас мы скинули на компьютер уже эту запись, и давайте просто для наглядности воспроизведем сначала качественную запись, а потом уже от диктофона. Для сравнения, что. Сначала первую включи свою качественную, чтобы зрители поняли примерно, как отличается, не отличается. Черту это время, я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на... Запомнили? Теперь воспроизводим записанную. Черту это время, я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Все, стоп.
Ребята, я не знаю, слышится ли вам как-то качество, вот это отличие в качестве или нет, но здесь это очень хорошо слышно. То есть прям, не знаю, в раза, не знаю, в 3, наверное, 4 ухудшилось качество уже. Следующая запись будет гораздо хуже, я уверен. Да, я думаю, ближе все-таки к 20-ке мы. Все-таки 20 раз перезаписать придется, и будет вообще ничего не понятно, наверное. Так, ну давайте сейчас эту запись перезапишем еще раз на диктофон. Чтобы наш разговор не записывать, я сейчас просто нажму рек и включаю. Готовься? Раз, два, давай. Чёрту это время я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Сейчас отправим еще раз ее, посмотрим, что получится, уже интересно. Что-то смотрю, вообще сильно ухудшилось. Походу, я вообще не прав за 100 раз, короче. Мне кажется, раза с 5-го уже, наверное, мы ничего не поймем. Не, 20 раз, как я и говорил. По-любому 20 раз. Мне кажется, чтобы, мне кажется, даже до 10 не дойдем. Если задача пацанов именно такая, чтобы вообще не было ничего понятно, то, соответственно, раз 20. Наверное. Просто что за звук будет тогда в самом конце, я не знаю, типа на 20-й раз это что, шипение, типа, должно быть, или там... Походу, да. Просто что-то будет, но что непонятно. Мне кажется, будет такой звук, как под водой, что-нибудь такое. Вот, Ну, очень глухое интересно узнать, что такое. получится вообще. Да. Дальше. Это будет прикольно, мне кажется. Пока отправляем. Интернет, пожалуйста, сделайся быстрее. Есть, вторая запись прилетела, сейчас давайте ее прослушаем. Так, сейчас Алекс включит еще раз исходный файл, то есть самый качественный, и потом включит вторую запись. И еще раз затестируем, посмотрим на слух, как это будет звучать. Давай, первый. Так не хочу я. Чёрту это время я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на пол. Но без тебя я же так и не смог. Давай запись теперь. Хочу я. Чёрту это время я устал. Я каждый новый день вижу. Я думаю, зрителям уже понятно, что качество ухудшилось прям очень сильно. Это всего лишь на второй раз. Возможно, даже не 20 раз придется перезаписать. Бас уже исказился даже, и бас уже даже не в тональность звучит, по-моему. Такое ощущение, как даже басовый как-то стало. Чисто бас остался и все. Ну, бас, да, не глушится почему-то, Да. а глушится именно вот верхние какие-то частоты. Так, ну запишем третий раз еще. Так, ставим. Давай. Чёрту это время я устал. Так, записали еще раз, опять отправляем. Да, кстати, хочу сказать о том, что мы ни в коем случае не меняем какие-то настройки громкости, настройки басов, там, тональности и прочего. Все оставляем как есть, для того, чтобы просто ничего не изменилось вообще. То есть изначально, что мы послушали первый вариант исходный, и потом послушали там на 10-й, на 20-й раз, прям что увидели максимальную вот разницу, которую мы вот хотим добиться. Так, ребят, мы закинули третью запись на компьютер. Давайте сейчас послушаем, что из этого получилось. Чёрту это время я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на пол. Это знаете, на что похоже? Это как будто соседи, знаете, за стеной включили какую-то там громко музыку, и вот такой же звук глухой очень. В общем, сейчас мы хотим сделать так, чтобы вам не скучно было смотреть. Мы перезапишем это все до 10 раз и послушаем потом оригинальный файл и на 10-й раз записанный, и все это сравним. Смотрите, 10 аудиозаписей. Давайте прослушаем сейчас последнюю и сравним с оригиналом. Ну что, ребята, вы готовы услышать для начала оригинал, а потом мы сравним с тем, что получилось? Честно говоря, мы уже послушали итог. Там вообще вы просто не представляете, что за дичь. Это невозможно слушать. Парни, вы что вы можете сказать по этой записи? В принципе, все, как я и предполагал. Да, ну это прикольно, это очень интересный экспериментик такой. Давайте первым делом включаем оригинал. Давай. Чёрту это время я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Витай, посуда летела на пол. Но без тебя я же так и не смог. Уф, это просто рай для ушей. Как приятно слушать такую музыку после того, что мы послушали. Все готовы? Готов? Вообще, что это за труба? Жесть, это полная жесть вообще.
просто бас ушел куда-то в другую тональность, абсолютно непонятно, что с ним происходит. Звук сам при этом, частоты куда-то тоже улетели в соседнюю как будто комнату, короче. И в итоге, мы здесь остались. Я думаю, вы сами сейчас убедились в том, что это уже невозможно слушать, но разобрать все-таки можно, что там говорится вообще, о чем поется. Так что я думаю, сейчас мы перезапишем еще 10 раз и посмотрим, что у нас получится. Че, ну давайте еще 10 раз перезапишем. Погнали. Я думаю, там уже мы точно ничего не разберем. Так, ребята, ну что, мы записали еще 10 раз. Там вообще уже дичь какая-то творится, но для начала давайте вот для наглядности просто воспроизведем сначала первую запись, потому что исходную вы уже много раз слышали, потом воспроизведем 10-ю запись и потом только 20-ю. Вы наглядно все это сравните. Так, давай воспроизведем первую самую. К черту это время, я устал. Я каждый новый день вижу скандал. Первая запись была довольно качественной. Воспроизведем 10-ю. Вспомним. Вот на 10-й еще какие-то слова можно разобрать. Еще более-менее что-то слышится. Можно как-то вспомнить исходные слова, какие вот мы в исходнике слышали в самом качественном звучании. Ну а сейчас вы послушайте 20-ю. Я думаю, вы вообще охренеете. Давай 20-ю. Я думаю, мы придумали новый бас. Я не знаю, как это описать, что это такое вообще. Я думаю, если перезаписать еще раза в 3 или 5, то там вообще ничего не понятно будет, никаких щелчков, останется только гул. Вы сами видели, что это не 100 раз, не 50, а всего лишь 20 раз перезаписи, понимаете? Много лет очень занимаюсь музыкой, и даже в голову не приходило, чтобы сделать что-то подобное. Это очень интересный эксперимент для меня, но все получилось именно так, как я и предполагал. 20 раз и... Все, ничего не слышно, ничего не понятно. Я, короче, ожидал немножко другого. Я думал, что технологии телефонов, там, диктофонов сейчас на более высоком уровне. Я даже не думал, что за 20 раз все так получится вот прям вот так вот, в никуда. А так, в принципе, очень прикольный эксперимент. Эксперимент вообще хороший. Мне понравилось очень поучаствовать в таком, это было очень интересно. Да, я не попал в точку, к сожалению. Я проиграл. Но ничего страшного, все равно было очень прикольно, круто. И спасибо всем, подписывайтесь. Ну что, ребята, я думаю, вам эксперимент понравился, поэтому если вы хотите еще, чтобы мы сделали подобный эксперимент с фотографиями, давайте наберем 5000 лайков под этим видеороликом. И да, кстати, подписывайтесь на пацанов, они будут рады любой новой аудитории. Ну и всем пока!